Однажды в Италии расцвела Джильо, то есть лилия, белая с тяжелыми жесткими лепестками совершенной формы, с ароматом от которого кружится голова и вянут другие цветы. Лилия – тычинки, которые оставляют на пальцах яркую оранжевую пыльцу, ту самую, что не смывается ни водой, ни мылом, ни временем. Пыльцу, которая въедается в кожу, в одежду, в память и остается там навсегда, как метка, как проклятие, как напоминание о том, что красота может быть опасной. Джильола Гуринони была опасной. Каких только имен не придумали для нее досужие журналисты. И самка богомола, и черная вдова, и еще десяток эпитетов, которые приличные люди не произносят вслух. Ведь говорят, она не просто притягивала, она убивала попавших под влияние ее чар мужчин. Говорят. А может, это просто сказка, рассказанная ревнивой женой неверному мужу в надежде вернуть его в лоно семьи. Однажды в Италии. Лилия – цветок непростой, она не растет, где попало, ей нужна особая почва. Но Джильола Гуринони не родилась лилией, она ею стала. А Анна-Мария Гуринони – совершенно обычная девочка. Родилась 23 февраля 1945 года в Кайро-Монтенотте, маленьком городке в Лигурии. Ее отец Абрамо Гуринони был маршалом карабинеров, уважаемым человеком в городе. Мать Мария Оддера происходила из простой семьи. При крещении родители назвали девочку Анна-Мария. И это имя, полное благочестия и обыденности, не нравилось его хозяйке. Анна-Мария, скучно. Как сотни других имен в церковных книгах Лигурии. Сотни других женских судеб этих краев. Большей частью благополучных, но абсолютно монотонных. Крещение, первое причастие, крезима. Замужество, дети, внуки. Собственно, и все. Но эта девочка с самого начала знала, она не такая, как все, особенная. Она великолепная лилия среди простеньких полевых цветов. Как только смогла, она сменила имя. Отбросила скучную Анну-Марию и стала лилией, Джильолой. Джильола. Даже звучит как имя для цветка, не правда ли? Мягкие итальянские согласные, певучие гласные. Имя, которое хочется произносить медленно, не спеша перекатывая языком во рту каждый звук. Его хозяйка была красива. Красива той особенной красотой, которая не вписывается в классические каноны. Высокая для итальянки, 1,70 м, светловолосая и голубоглазая. По местным меркам этого уже было бы вполне достаточно для того, чтобы считаться первой красавицей. Но это было не все, что Джильола могла предложить глазу. Длинные волосы, которые она носила распущенными, что в 50-е годы считалось почти неприличным, стройная фигурка и улыбка. Та самая улыбка, от которой мужчины теряли голову. Джильола рано поняла силу своей красоты. В 14 лет заставила плакать одноклассника, который признался ей в любви. Она отвергла его публично, при всех посмеявшись над его чувствами. Так что мальчик потом месяц не ходил в школу, но ее это нисколько не тронуло. Потом, в 16, Джильола завела роман с женатым учителем. Когда его жена узнала о связи, был страшный скандал. Учителя перевели в другую школу, в другой город. А Джильола только пожала плечами. Не ее вина, что мужчины такие слабые. В 18 она работала ассистентом в детском доме для малышей в Савоне. Брефотрофио. Так назывались в Италии эти заведения, что-то вроде дома малютки. Дом для совсем маленьких брошенных детей, для сирот. Для тех, кому не повезло родиться желанными. Казалось бы, работа, требующая сострадания, нежности, материнского тепла. Но коллеги вспоминали другое. Джильола была холодна с детьми. Выполняла свои обязанности механически, без души. Зато с врачами, которые приходили осматривать воспитанников, была сама любезность. Особенно, если врач был мужчина. И вдвойне, если этот мужчина был состоятельным. Потом она перешла на работу в больницу медсестрой. Там девушка тоже оставила след.
яркие и стойкие, как пыльца лилии. В 19 лет Джульолла вышла замуж за Андреа Бариллари. Простой парень, работал ночным сторожем. Метронотте, так называют в Италии эту профессию. Человек, который охраняет чужое имущество по ночам, пока владельцы спят в теплых постелях. Почему она выбрала его? Загадка. Может, потому что он был первым, кто сделал предложение. А может, потому что стремилась вырваться из родительского дома и начать самостоятельную жизнь. Лилия не может вечно оставаться в бутоне. Рано или поздно она должна распуститься. Свадьба была скромной, Андреа не мог позволить себе пышное торжество. Несколько родственников, простое платье, дешевое вино. Губы Джульоллы улыбались, но те, кто знал ее близко, видели, глаза в общем веселье не участвуют. От этого брака родились двое сыновей – Алекс в 1962 и Фабио в 1964. Оба красавцы, похожие на мать. Но материнство не изменило Джульоллу. Она по-прежнему считала себя выше окружающих. Выше этой жизни с пеленками, ночными кормлениями и детским плачем. Она называла соседок толпой глупых куриц, а их мужей стадом баранов. Себя она видела совсем другой, редким цветком, случайно выросшим на помойке. Измены начались почти сразу после рождения первого сына. Джульолла особенно не скрывалась. Зачем? В конце концов, мужчина, который не может удержать жену, не заслуживает ее верности. А Андреа явно не мог ее удержать. Ни физически, ни эмоционально, ни финансово. Любовники менялись часто. Врач из больницы, где она рожала, владелец магазина, где покупала продукты, сосед с верхнего этажа. Джульолла собирала мужчин, как цветок собирает пчел на сладкий нектар. Собирала и оставляла на них свою пыльцу, свою метку. Муж знал, не мог не знать, весь квартал судачил о похождениях его жены, но молчал. Что он мог сделать? Уйти? Но дети. Остаться? Но унижение. Он выбрал третий путь – алкоголь. Начал выпивать после работы, потом до работы, потом вместо работы. Через несколько лет от прежнего Андреа не осталось ничего, только оболочка, пропахшая дешевым вином. Джульолла подала на развод в начале 70-х, как только развод в Италии вообще стал возможен. Суд оставил детей отцу, редкость для Италии того времени. Но судья видел, что эта женщина не способна быть матерью. Она даже не притворялась, что расстроена, подписала бумаги и ушла, не оглядываясь. Андреа умер через 10 лет. Цирроз печени. На похоронах Джульолла не появилась. Но это уже потом. А пока, освободившись от брачных уз, Джульолла вернулась в родной городок. Устроилась на работу и там встретила человека, который изменил ее жизнь. Эттеро Джерри, годящийся ей в отцы, 55-летний бухгалтер, работавший в компании с 1947 года. Женат, дочь-подросток, солидное положение в обществе. Член итальянского социального движения МСИ, неофашистской партии, которая в те годы имела определенный вес в политической жизни страны. Когда Джульолла впервые вошла в его кабинет, ей нужна была подпись на каком-то документе, Джерри не мог оторвать от нее взгляд. Эта молодая женщина, на вид чуть постарше его дочери, буквально светилась, как белая лилия в темной комнате. Началось с невинного флирта. Комплименты, улыбки, случайные прикосновения. Потом совместные обеды, потом поздние задержки на работе, когда все уже ушли домой. Жена Джерри, Лаура Табия, заподозрила неладное, когда муж начал следить за собой. Новый одеколон, новые рубашки, визиты к парикмахеру. За 30 лет брака она привыкла к мужу, который приходил домой в 5 вечера, ужинал в 5:30, читал газету до 9 и ложился спать в 10. А тут вдруг такие перемены. Она попыталась поговорить с ним, Джерри отмахнулся. Работа, стресс, кризис середины жизни. Но Лаура не была дурой, она понимала, что теряет мужа. Просто не догадалась, что это случится так быстро и навсегда. В 1973 году Джерри сделал то, чего от него никто не ожидал. Он ушел из дома, оставив жену и 16-летнюю дочь Джованну.
использовал всю свою пенсионную компенсацию, выплату, полагавшуюся ему за 30 лет службы, и открыл для Джильоло галерею искусств. Галерея располагалась на Виа дей Портичи, центральной улице Кайро Монтенотте. Первый этаж – выставочный зал, второй – квартира, где поселились Джерри и Джильоло. Официально они не были женаты, Джерри все еще был в браке с Лаурой. Но для всего города они были официальной парой. Странной парой. Ему 55, ей 28. Он невысокий, полноватый, с редеющими волосами. Она высокая, стройная, ослепительно красивая. Он смотрел на нее, как на богиню. Она смотрела на него, как лилия смотрит на почву, из которой растет. С благодарностью? Возможно. С любовью вряд ли. Галерея имела определенный успех. Джерри использовал свои связи в МСИ, чтобы привлечь клиентов. Его учеником и протеже был Габриэле Динардо, региональный советник и провинциальный секретарь партии. Динардо часто бывал в галерее, покупал картины, приводил друзей. От союза Джильоло и Джерри родилась дочь. Ее назвали в честь иранской принцессы Сарайя. Точная дата рождения в документах расходится. Можно сказать лишь, что это было примерно в середине 70-х. Девочка росла странной, молчаливой, замкнутой, с тяжелым взглядом не по годам взрослых глаз. От Джильоло одного источника питания Лилии недостаточно. Ей нужно больше. Больше внимания, больше поклонения, больше всего. В 1979 году в галерее появился новый посетитель – Джузеппе Густини, или, как все его звали, Пино, 45-летний землемер из Савоны. Разведен, 2 детей от первого брака. Неплохой художник-любитель, специализировавшийся на копиях известных картин. Густини пришел на выставку и увидел Джильоло. По его собственным словам, записанным позже в полицейских протоколах со слов его бывшей жены, это была любовь с первого взгляда. «Как удар молнии», — говорил он. «Как наваждение», — поправляла бывшая. Через 7 месяцев после первой встречи Густини бросил все — работу, друзей, детей — и переехал в квартиру над галереей. Да, в ту самую квартиру, где уже жили Джильоло и Этторе Джерри. Начался их знаменитый «Менаж а Труа» – «Любовь втроем». Представьте себе эту картину. Утро. За завтраком сидят трое – Джильоло, Джерри и Густини. Джерри наливает кофе, Густини передает хлеб. Джильоло улыбается обоим. Маленькая Сарайя играет в углу с куклами. Идиллия или безумие? Соседи были в шоке. В Кайро Монтенотте, маленьком консервативном городке, такое было немыслимо. Женщина, открыто живущая с 2 мужчинами, это же скандал, позор. Но Джильоле было все равно. Она наслаждалась вниманием, и восхищенным, и осуждающим. В конце концов, о Лилии говорят не потому, что она скромна. О ней говорят, потому что она прекрасна. Густини оказался полезен. Он копировал картины известных мастеров, которые потом продавались в галерее как работы в стиле. Не подделки, упаси Боже, просто очень качественные копии. Покупатели знали, что покупают, или делали вид, что знали. 22 сентября 1979 года произошло невероятное. Джильоло тайно вышла замуж за Густини. При живом-то Джерри, который продолжал жить с ним в одной квартире. Как она это объяснила Джерри? Загадка. Может, сказала, что это нужно для бизнеса. А может, он уже настолько был под ее влиянием, что согласился бы на что угодно. Хищная лилия опутывает своими корнями все вокруг. Высасывает все соки. Но делает это так красиво, что жертвы не сопротивляются. Химетта Мартини, бывшая жена Пино Густини, пыталась бороться. Она писала заявление в полицию, утверждая, что Джильоло подожгла ее магазин, что угрожала ей, что настроила против нее детей. Густини под давлением новой жены отказался платить алименты. Продал все имущество, дом, машину, даже фамильные драгоценности,
чтобы удовлетворить аппетиты новой возлюбленной, но денег все равно не хватало. Джильола любила красивую жизнь, дорогие платья, украшения, рестораны. Галерея приносила доход, но недостаточный для запросов прекрасной сеньоры. И тут здоровье Густини начало ухудшаться. Диабет – болезнь коварная, требует постоянного контроля, правильного питания, регулярного приема лекарств. Джильола была медсестрой, она знала все это, но... 11 декабря 1986 года Пино Густини умер. Ему было 52 года. Официальная причина смерти – диабетическая кома. Однако бывшая жена Фьеметта Мартини рассказывала следователям другое. Дескать, за несколько дней до смерти Густини звонил ей. Плакал, говорил, что Джильола не дает ему лекарства и кормит его сладким, хотя знает, что ему нельзя, что он умирает, и она это знает. Почему он не ушел, не сбежал? Фьеметта думает, что знает ответ. Он был как зависимый, подсевший на тяжелый наркотик. Джильола была его героином, даже зная, что она его убивает, он не мог от нее отказаться. Было расследование, Джильолу обвинили в убийстве через бездействие. Дескать, она не оказала помощь умирающему, хотя могла и должна была. Но доказать умысел не смогли. На суде в 1989 году ее оправдали по этому обвинению. Джильола похоронила Густини на кладбище в Пори, на возвышенности Дега. На следующее утро после похорон смотритель кладбища нашел ее на могиле, продрогшую до костей и повторявшую одно единственное слово – «Пино». Потом Джильола говорила, что единственной ее настоящей любовью был он. Женщина даже заказала для себя место на кладбище рядом с ним. С табличкой, где было выгравировано ее имя, как будто она собиралась лечь рядом с ним в ближайшее время. Но лилии живучи. Даже когда почва истощается, они находят новые источники питания. После смерти Густини в квартире над галереей остались только Джильола, старый Джерри и подрастающая Сарая. Джерри к тому времени было уже под 70. Он все еще любил Джильолу. Но это была любовь старой собаки к хозяйке, преданная, слепая, безусловная. Недостаточная для такой женщины, как Джильола. И тут в ее жизни появился Чезаре Брин. Брин был другой породы. Владелец единственной в Кайро Монтенотте аптеки, старинной, переходящей из поколения в поколение. Здесь надо заметить, что аптекарь профессия в Италии весьма уважаемая и очень-очень прибыльная. Член муниципального совета от христианско-демократической партии, бывший президент футбольного клуба Кайрези. Да не просто президент. Человек, который этот клуб купил и потратил состояние на то, чтобы вывести его в профессиональную лигу. Так что болельщики называли его не иначе, как император. Пользуясь своей славой, он даже выдвигался на пост мэра города. Короче, уважаемый человек из хорошей семьи, с деньгами и связями. То, что так любит наша Джильола. Конечно, у него была жена, Энрико Коломбо, тоже фармацевт. Были дети, была репутация, но была и слабость женщины. Брин изменял жене постоянно. Это был городской секрет из тех, что известны всем. Энрико терпела долго. Ради детей, ради приличий, ради аптеки, которая была семейным бизнесом. Но в феврале 1987 года ее терпение лопнуло. Она подала на развод. И именно в этот момент в жизни Брина появилась Джильола. Они встретились на каком-то городском мероприятии. Брин был очарован. Ей было уже за 40, но она все еще была прекрасна. Лилии цветут долго. Он начал ухаживать. Цветы, подарки, ужины. Джильола принимала ухаживание благосклонно. Почему бы и нет? Джерри стар и всего лишь пенсионер. Ей с ним скучно. Денег в галерее не хватает, а Брин – состоятельный мужчина в самом расцвете сил. Вскоре Брин переехал в квартиру над галереей. Джерри с дочерью Сараей предпочли уехать в деревню. Девочка открыто ненавидела Брина. Да и старик устал от этой вечной карусели мужчин вокруг Джильолы. Брин хотел жениться на Джильоле. Он был готов на все ради нее. Даже начал вкладывать деньги в галерею.
брал кредиты, влезал в долги. А долгов к тому моменту у него и так хватало. Футбольный клуб, которым он руководил, был вечной финансовой дырой. Аптека приносила доход, но недостаточный для того образа жизни, который вел Брин. А теперь еще и Джильола с ее запросами. Про характер Брина известно не так много, но есть говорящий факт. Джильола забеременела от Брина, на довольно позднем сроке случился выкидыш. И Брин... Внимание, это не художественный вымысел, это факт из полицейских протоколов. Поместил мертвый плод в банку с формалином и хранил у себя дома в шкафу. Зачем? Как память? Как что? Даже следователи не смогли найти рациональное объяснение этому поступку, но факт остается фактом. В доме, где жили Брин и Джильола, в шкафу стояла банка с мертвым неродившимся ребенком. Может, это было началом конца, а может, конец был предрешен с самого начала. Лилия красива, но ее аромат удушает, если погрузиться в него слишком глубоко. И вот, 12 августа 1987 года Чезаре Брин исчез. По словам Джильолы, накануне вечером они легли спать вместе. Она проснулась около 4:30 утра, Брина рядом не было. На тумбочке лежала записка, не мог уснуть, пошел прогуляться. Это не было чем-то необычным. Брин страдал бессонницей, часто выходил на ранние прогулки. Но в этот раз он не вернулся ни к завтраку, ни к обеду, ни к ужину. Джильола подождала до вечера и обратилась в полицию. Начались поиски. Опрашивали соседей, друзей, знакомых. Последней Брина видела его бывшая жена Энрика. Это было днем 12 августа. Брин пришел к ней домой, просил о примирении. Энрика рассказывала следователям, он выглядел ужасно. Осунувшийся, с темными кругами под глазами, руки дрожали. Говорил сбивчиво, путался в словах. Просил прощения, обещал исправиться, умолял дать ему еще один шанс. Энрика отказала. Она подозревала, что дело не в любви, просто у блудного бывшего кончились деньги, и он искал спасения у нее, благополучной владелицы другой аптеки. Она выпроводила его. Это было около 3 часов дня. Больше Чезаре Брина никто не видел живым. Неделя прошла в тревожном ожидании, проверяли больницы, морги, вокзалы. Полиция прочесывала окрестности, водолазы обследовали реку. Ничего. Все изменилось 19 августа, когда в районе горы Монте-Чиута пастух спустился во враг за заблудившейся козой. Ценная коза, молочная порода, хорошие удои. Хозяин полдня искал ее по склонам, проклиная все на свете. Август в Лигурии — это жара. Солнце печет так, что камни трескаются. И вот, спускаясь по крутому склону и цепляясь за кусты, рабочий увидел внизу что-то черное. Сначала подумал обгоревшее дерево, потом присмотрелся. Его вырвало прямо там на склоне. Труп был сожжен почти до неузнаваемости. Черная обугленная масса, которая когда-то была человеком. Но кое-что уцелело. Почерневший брелок на том, что осталось от одежды. Брелок с символом ордена фармацевтов. Полиция приехала через час, судмедэксперт через 2. К вечеру уже было ясно, это Чезаре Брин, пропавший неделю назад владелец аптеки из Кайро-Монте-Нотте. Причина смерти – множественные удары тяжелым предметом по голове, скорее всего молотком. Череп проломлен в нескольких местах. При этом, сколько ни искали, на месте не нашли части черепной коробки. Довольно большой фрагмент размером с ладонь. Его не было ни во враге, ни на склонах, ни где-либо поблизости. И означать это могло только одно – убийство произошло в другом месте. Следователь Маурицио Пикоцци, опытный полицейский с 30-летним стажем, сразу понял, с чем имеет дело. Это не пьяная драка, не ограбление. Спланированное убийство с попыткой сокрытия следов. Но кто? Зачем? И на данный момент главное, где произошло само преступление? Ответ на последний вопрос нашелся через 3 дня, когда провели обыск в доме Джильолы Гуаринони. Фрагмент черепа обнаружили под ступенькой лестницы, ведущей в квартиру над галереей искусств. Как он там оказался, Джильола утверждала, что не знает. Возможно, его подбросили, возможно, он попал туда случайно. Возможно...
Но следователи не верили в случайности. 5 ноября 1987 года Джульоло Гуаринони была арестована по обвинению в убийстве Чезаре Брино. Вместе с ней арестовали Эттера Джерри как соучастника. Старик, которому было уже за 70, не сопротивлялся. Он только смотрел на Джульолу глазами побитой собаки и повторял: «Она невиновна, она не могла, она не такая». Также были арестованы 4 мужчин, подозреваемых в сокрытии трупа. Среди них Габриэле Ди Нардо, тот самый советник от МСИ, друг и протеже Джерри, и бывший квестер Рафаэле Сакко. Солидные люди, уважаемые в городе. Какое отношение имели они к этой истории? По версии следствия, они помогали Джульоле избавиться от тела. Везли труп к оврагу, поджигали его, заметали следы. Почему? Из дружбы к Джерри? Из восхищения Джульолой? Или были другие причины? А главным свидетелем обвинения неожиданно стала Сарая, дочь Джульолы и Джерри, 12-летняя хрупкая девочка с огромными глазами на бледном лице. На допросе у следователя она сказала фразу, которая перевернула все дело. «Я видела Брино умирающим. Я дала молоток моей матери. Моя мать была в комнате». Следователь не поверил своим ушам, переспросил. Девочка повторила: да, она видела, как Брин умирал. Да, она передала матери молоток. Да, это было в их квартире. Потом, много позже, уже во время суда, Сарая откажется от этих показаний. Скажет, что ее неправильно поняли, что она была в шоке, что не помнит, что именно говорила. Но протокол первого допроса уже был подписан, и суд принял его как доказательство. Версия обвинения была такой. Брин вернулся домой после визита к бывшей жене. Он был расстроен отказом, пьян, в крови нашли следы алкоголя, агрессивен. Начал выяснять отношения с Джульолой. Возможно, сказал, что уходит от нее. Возможно, потребовал вернуть деньги, которые вложил в галерею. Джульола никогда не была оставлена мужчиной и не терпела, когда мужчины пытались ей указывать. Началась ссора, крики, оскорбления, может быть, даже драка. И в какой-то момент Джульола взяла молоток. Первый удар по затылку. Брин упал. Второй, третий, четвертый. Она била, пока он не перестал двигаться. А потом паника. Труп в квартире, кровь повсюду. Что делать? Она позвонила старым друзьям. Тем, кто был обязан Джерри, и тем, кто не мог ей отказать. Они приехали ночью, завернули тело в простыню, вынесли через черный ход. Повезли на Монте-Чиута. Место глухое, безлюдное. Облили бензином, подожгли. Думали, что огонь уничтожит все следы. Но не учли одного. Осколок черепа откололся при ударе и застрял на ступеньке лестницы. Маленький кусочек, который стоил Джульоле свободы. Процесс начался 1 июня 1989. Это было событие года. Журналисты съехались со всей Италии. Самка богомола из Кайро Монтенотте так окрестила Джульолу пресса. В зале суда было не протолкнуться. Все хотели увидеть женщину, которая жила с 2 мужчинами одновременно, которую подозревали в 2 убийствах, которая превратила тихий городок в центр криминальной хроники. Джульола держалась спокойно. Была одета элегантно, черное платье, жемчужные серьги, волосы собраны в высокую прическу. Она выглядела не как обвиняемая в убийстве, а как дама, пришедшая в оперу. Ее защищали лучшие адвокаты. Альфредо Бьонди, будущий министр юстиции, Мирко Джарелло, звезда итальянской адвокатуры. По версии защиты Джульолы Гуаринони, всегда утверждавшей, что она невиновна, у женщины не было мотива для убийства. Не было финансовых мотивов, Чезаре Брин уже был полностью разорен и находился на мели. Не было и мотивов, связанных со страстью или ревностью к возможному примирению Брина с его женой, поскольку, по ее словам, как раз он был ревнивым, а не она. И вообще, Лилия утверждала, что не разрушала семьи, а имела отношения только с мужчинами, которые уже были одиноки или чьи семьи уже распались. Об убийстве же, как утверждала Джульола, она ничего не знает. Да, они спали вместе у нее дома в ночь на 12 августа, но когда она проснулась около 4:30 утра, Брина рядом не было.
Она нашла записку, в которой он предупреждал, что пошел прогуляться, что случалось часто. Она снова легла спать без всякого беспокойства и больше никогда Брина не видела. А кусочек черепа на лестнице, видимо, был кем-то подброшен. И действительно, даже если принять этот злополучный осколок кости как доказательство того, что убийство произошло в доме, о том, кто из находившихся в этом доме настоящий убийца, этот кусочек пазла ничего не говорит. Рассматривалась версия, что Брина убил старый надоевший сожитель Джильолы Эттере Джерри, у которого мотив для убийства явно был. Трудно отрицать, что положение, в котором он находился, было малоприятным. Он безумно влюбился в Джильолу, бросил для нее жену и дочь, потратил все свои деньги на открытие для нее галереи. Но вскоре Лилия устала от этого старика и переехала жить этажом ниже, заявив, что она свободна и независима. Затем в их жизнь вошел Пино Густини и образовался треугольник. Необычная ситуация, к которой, впрочем, город постепенно привык. Ну а после смерти Густини в 1986 году появился Чезаре Брин, который вселился в квартиру над галереей, заставив Джерри с дочерью Сарайи переехать жить в деревню. Эттере Джустини, вероятно, пасынок Джильолы, сын Пино Густини от первого брака, сообщил важную информацию. Он был в курсе глубокой патологической ревности Эттере Джерри по отношению к Чезаре Брину. За несколько месяцев до убийства застал Джерри полностью вышедшим из себя, одержимым идеей отомстить и даже пытавшимся получить разрешение на ношение оружия. Джерри сначала категорически отрицал свою причастность к убийству, но потом, находясь в тюрьме, трижды признался, что именно он убил Чезаре Брина из ревности, взяв на себя полную ответственность за преступление. Согласно одной из его версий, Джерри полностью потерял контроль в приступе бешеной ярости, когда в очередной раз увидел Джильолу и Брина вместе, и ударил фармацевта. Рафаэлло Сакко, который признался в помощи по сокрытию трупа, также заявлял, что исполнителем убийства был именно Эттере Джерри. Еще несколько свидетелей клялись, что слышали в ночь убийства звуки разбитого стекла из квартиры Джильолы и голоса. Мужчины, кричавшего «Я тебя убью», и женщины, пытавшиеся остановить его словами «Тише, нас услышат». Владелец заправки показал, что Джильола Гуаринони приезжала к нему на заправку с Чезаре Брином, который обычно был разговорчивым, но на этот раз выглядел неподвижным, словно спящим или мертвым, с болезненно бледным цветом лица. На мужчине, несмотря на жаркий летний день, была шерстяная шапка. Еще несколько свидетелей видели машину, покидавшую город, с Брином в шапке, Джильолой и 3 ее бывшими любовниками внутри. И все же, хотя это неопровержимо доказывает причастность Лилии к убийству, остается неясным ключевой вопрос – кто наносил удары? Главным свидетелем стала 12-летняя Сарайя. Она дала показания, обвинив обоих родителей в убийстве. Согласно ее версии, она услышала шум разбитого стекла, поднялась наверх с молотком для самозащиты, увидела Брина, истекающего кровью, но еще живого, испугалась и убежала из комнаты, оставив молоток. Она утверждала, что слышала, как мать кричала «Крепа бастарда! Сдохни, ублюдок!». Сарайя также заявила, что именно она передала в руки отца роковой молоток, которым был убит Чезаре. И та же Сарайя говорила, что отдала молоток матери, а не отцу. Позже девочка сделала еще более шокирующее заявление. Она призналась, что ее родители решили убить Чезаре Брина еще в июле, за месяц до убийства. И договорились, что когда Джильола позвонит, сказав, что у нее болит голова, это будет сигналом для приведения плана в исполнение. Но самое неожиданное произошло в суде. Несмотря на 3 признания в тюрьме, Джерри внезапно отказался от всех своих слов и вновь стал отрицать свою вину. Вокруг версии Джерри оставалось множество вопросов. Почему он признался 3 раза, а потом отрекся? Что стало причиной такого изменения позиции? Куда исчезло орудие убийства? Действительно ли использовался молоток, о котором рассказывала маленькая Сарайя? Насколько вообще были достоверны показания 12-летней девочки, которая к тому же имела плохие отношения с отцом в тот период?
Кроме того, Сарая отреклась от своих показаний в интервью журналистам, что вызвало споры о правдивости ее слов и сомнения в психологической стабильности. Адвокаты даже предлагали провести психиатрическую экспертизу ребенка. Эта версия остается одной из самых противоречивых в деле. Мужчина признавался трижды, но затем отрекся, а его дочь давала показания против обоих родителей, но потом также изменила свою позицию. Суд, однако, признал эту версию достаточно обоснованной, чтобы осудить Джерри за соучастие, причем в первой инстанции его вообще оправдали. Джильола не пыталась свалить вину на Джерри, она предложила суду совершенно другую версию событий. Дескать, Брину убили некие люди, пришедшие извне, чтобы требовать оплаты большого долга. Однако, добавляла обвиняемая, она не видела их и не знала точно, о чем они говорили, якобы подслушивала разговор, спрятавшись в дальней комнате квартиры. Защищая женщину от тяжкого обвинения в убийстве, защита пыталась продвигать идею, что Гуаринони всего лишь использовала мужчин, пока они были платежеспособны, а затем, когда они становились финансово несостоятельными, оставляла их. Но для того времени это оказалось слишком прогрессивной линией защиты. Обвинение же представило больше 100 свидетелей. Бывшие жены брошенных любовников, осиротевшие дети, кредиторы. Впрочем, все они также рисовали портрет женщины-хищницы, которая использовала мужчин и выбрасывала их, когда они становились не нужны. Особенно запомнилось выступление Фьеметты Мартини. Она рассказывала о последних днях своего бывшего мужа Густини, о том, как он звонил ей, плакал, просил помощи, о том, как Джильола морила его голодом, не давала лекарств, о том, как он умирал, зная, что его убивают. Джильола слушала все это с каменным лицом, ни разу не дрогнула, не опустила глаза. Лилия не признает своей вины, даже когда ее лепестки запачканы кровью. Во время процесса произошел скандальный эпизод. Джильола написала меморандум, в котором обвинила следователя Пикоцци в предвзятости. Более того, она намекнула, что между ними были интимные отношения, и теперь он мстит ей за отказ. Это было расценено как чистая клевета. Пикоцци был женат, имел безупречную репутацию. Но газета «XIX век» опубликовала меморандум. Разразился скандал. В итоге газета выплатила Пикоцци 140 миллионов лир компенсации, а Джильола получила дополнительное обвинение в клевете. 29 июля 1989 года суд вынес приговор. По обвинению в убийстве Пино Густини Джильолу Гуаринони оправдали за недостаточностью доказательств. По обвинению в убийстве Чезаре Брина признали виновной. Ей назначили 21 год тюрьмы за убийство, 5 лет за сокрытие трупа и 2 года за клевету. Итого 28 лет. Эттере Джерри получил 15 лет, как соучастник. Остальные мужчины, обвиняемые в сокрытии трупа, были оправданы. Джильола выслушала приговор спокойно, только пальцы, сжимавшие сумочку, побелели от напряжения. Лилия не показывает своих чувств, даже когда ее вырывают с корнем. 17 декабря 1991 года, пройдя все инстанции, приговор вступил в окончательную силу. Но история на этом не закончилась. Эттере Джерри отсидел свой срок и вышел. И сделал то, чего никто не ожидал. Купил дом рядом с тюрьмой, где содержалась Джильола. Каждую неделю приходил на свидание, писал письма, ждал. Он умер в 2015 году, в возрасте 97 лет. До последнего дня любил женщину, которая разрушила его жизнь. Пыльца лилии въелась в его кожу так глубоко, что даже смерть не смогла ее стереть. Джильола содержалась в разных тюрьмах. Империя, Опера, Джудекка, Рибибия. Везде они отзывались одинаково, образцовая заключенная. Вежливая, спокойная, всегда аккуратно одетая. В 1994 году она вышла замуж в тюрьме за Луиджи Сакрипанти, сотрудника правосудия, то есть осведомителя полиции. Через 4 года они развелись, а в 2015-м Сакрипанти был вновь арестован за серию ограблений проституток. Дети Джильолы тоже не остались в стороне от криминальной хроники.
Сарая, та самая девочка, которая дала показания против матери, в 1994 году была арестована вместе с мужем. Преступление – кража горшка с геранью с подоконника мясной лавки. 20-летняя женщина, дочь Лилии, крадет цветок. Ирония судьбы. В 1997 году Сарая дала интервью на телевидении. Сказала, что полностью отреклась от матери, что не хочет иметь с ней ничего общего, что пытается жить нормальной жизнью, но тень прошлого преследует ее повсюду. Сыновья от первого брака, Алекс и Фабио, тоже не избежали проблем. Фабио в 1989 году участвовал в конкурсе «Самый красивый мужчина Италии». Чуть было не выиграл, но помешала слава матери. В 1992 был арестован за скупку краденого. Работая управляющим ювелирного магазина, он принимал ворованные драгоценности. Отсидел, вышел, теперь работает в похоронном бюро. Алекс держался в стороне от скандалов, но и он не навещал мать в тюрьме. Никто из детей не навещал. Последние годы заключения Джильола провела в режиме полусвободы. Днем работала гладильщицей в женском монастыре в центре Рима. Вечером возвращалась в тюрьму Рибиббе. Монахи не отзывались о ней хорошо. Трудолюбивая, молчаливая, благочестивая. Ходила в церковь, молилась. Поговаривали, что она хочет принять монашеский обет, но в итоге так и не приняла. В 2002 году Джильола получила разрешение работать в гостинице. Работа все та же, глажка белья. Лилия, которая когда-то блистала на светских мероприятиях и в галерее искусств, теперь проводила дни за гладильной доской. 12 марта 2014 года Джильола вышла на свободу, отбыв 26 лет из 28. Срок сократили за хорошее поведение. Суд признал, что она прошла значительный процесс реабилитации, больше не представляет опасности для общества и может вернуться к нормальной жизни. Но какая нормальная жизнь может быть у женщины, которую вся Италия знает как богомолиху из Кайро Монтенотте? Джильола уехала в Осимо, маленький городок в провинции Анкона. Там живет ее дочь Сарая с семьей. Кто знает, известна ли история бабушки внучкам. Для соседей она просто сеньора Гуринони. Пожилая дама, всегда вежливая, всегда аккуратно одетая, выходит только за покупками, никогда не заговаривает первой, никому не улыбается. Ей 79 лет. Ее черты лица хранят следы былой красоты. Высокие скулы, прямой нос, красиво очерченные губы, но глаза... В глазах пустота. Лилия отцвела, и от нее остался только засохший стебель. А на кладбище в Поре до сих пор есть могила Пино Густини, и рядом пустое место с табличкой Джильола Гуринони. Место ждет свою хозяйку уже почти 40 лет. Так кто же она была, Лилия Гуринони? Хищница, использовавшая и уничтожавшая мужчин, или женщина, которая родилась в неправильное время в неправильном месте? Непреложные факты таковы. 3 мужчин полюбили ее и были уничтожены этой любовью. Джерри потерял семью, состояние, свободу, но любил до самой смерти. Густини умер в 52 года при невыясненных обстоятельствах. Брин был убит молотком, его труп сожгли и бросили во враг. Но есть и другие факты. Джильола родилась в 1945-м, в разрушенной войной Италии, стране, где женщина могла быть либо матерью, либо монахиней, либо шлюхой. Она не хотела быть ни тем, ни другим, ни третьим. Она хотела быть свободной. И она была свободной, настолько, насколько это было возможно. Она жила с 2 мужчинами одновременно в 70-е годы в маленьком итальянском городке. Не скрывала своих любовников, не извинялась за свой образ жизни, не просила прощения ни у кого. За это ее ненавидели. Женщины за то, что она забирала их мужей, мужчины за то, что не могли ее приручить, общество за то, что она нарушала все правила. И когда появилась возможность ее наказать, ее наказали по полной программе. Была ли она виновна в убийстве Брина? Суд сказал «да». Но единственными прямыми доказательствами были осколок черепа под лестницей и показания 12-летней девочки, которая потом от них отказалась.
Достаточно ли этого для приговора к 26 годам тюрьмы? В другом деле, возможно, нет. Но Джильола была не просто обвиняемой. Она была символом всего, что общество считало неправильным в женщине. И ее осудили не только за убийство, ее осудили за всю ее жизнь. Сегодня, в 2024 году, история Джильолы Гуаринони кажется анахронизмом. Женщина, живущая с несколькими мужчинами, полиамори, скажут современные люди, ничего особенного. Но в 70-е и 80-е годы это было не полиамори, это было преступление против морали. И Джильола заплатила за это преступление сполна. Лилия может быть прекрасной, может благоухать так, что кружится голова, может привлекать к себе всех вокруг, но горе тому, кто захочет сорвать ее. Пыльца останется на руках, въестся в кожу, будет напоминать о себе всю жизнь. Джильола Гуаринони была такой лилией, прекрасной и опасной, притягательной и отталкивающей, желанной и проклятой. И теперь, когда ей 79 лет, когда она живет затворницей в маленьком городке, когда все забыли о самке Богомола из Кайро Монтенотте, остается вопрос, стоила ли свобода такой цены? Стоило ли жить по своим правилам, если расплата 26 лет тюрьмы и вечное проклятие? Стоило ли быть лилией в мире, где ценятся только розы? Джильола никогда не ответит на эти вопросы, она вообще ни с кем не разговаривает о прошлом. Но иногда, говорят соседи, она подолгу смотрит в окно, и на ее лице появляется странная улыбка. Не грустная, не счастливая, просто понимающая. Как будто она знает что-то, чего не знаем мы. Как будто вся ее жизнь, и любовь Джерри, и смерть Густини, и убийство Брина, и 26 лет тюрьмы была не трагедией, а чем? Экспериментом, вызовом, способом доказать, что даже в клетке социальных условностей можно жить свободной. Мы никогда не узнаем. Но одно можно сказать точно. В истории криминальной Италии было много убийц. Мужчин и женщин, жестоких и расчетливых, но ни один из них не оставил такого следа, как Джильола Гуаринони. Потому что она была не просто убийцей, если вообще была таковой. Она была явлением, феноменом, женщиной, которая осмелилась быть собой в мире, где это было запрещено. И за это ее помнят до сих пор. Не как Анну-Марию Гуаринони, скучную девочку из семьи карабинера, а как Джильолу, хищную лилию из Кайро Монтенотте. Лилию, которая отцвела, но чья пыльца до сих пор жжет пальцы тех, кто осмелился к ней прикоснуться. В Кайро Монтенотте галерея искусств на Виа дей Портичи давно закрыта. В квартире на 2-м этаже живут другие люди. Возможно, они не знают, что здесь когда-то жила женщина с 2 мужчинами, что здесь родилась и выросла девочка, которая видела то, что не должен видеть ребенок, что здесь, возможно, был убит человек. Но старожилы помнят, и иногда, проходя мимо, показывают внукам на окна 2-го этажа и шепчут: «Здесь жила Богомолиха». А на кладбище в Порри все так же стоит памятник Пино Густини. И рядом пустое место для Джильолы с табличкой и фотографией. Могила ждет свою хозяйку, но придет ли она туда? Захочет ли лечь рядом с человеком, который умер почти 40 лет назад? Или она выберет другое место, подальше от прошлого, от воспоминаний, от пыльцы, которая все еще жжет? Время покажет. А пока Джильола Гуаринони живет в Осимо. Убийца? Суд сказал да. Но сама она никогда не признавала вины. Жертва? Возможно. Жертва своего времени, своего характера, своей красоты. Хищная лилия, которая отцвела, но не увяла, которая все еще хранит в себе ту силу, что когда-то сводила мужчин с ума. Все еще помнит время, когда была не старухой Васима, а королевой Кайро Монтенотте. Помнит время, когда мужчины были готовы на все ради ее улыбки. Время, когда она была свободной. По-настоящему свободной, даже если эта свобода стоила ей всего. Однажды в Италии.